Дорогие друзья, всех приветствую на своем канале. Я Макс, 6 лет занимаюсь профессиональным трейдингом и показываю свой путь, свои успехи, свои сделки вам. В сегодняшней торговой сессии вы видите мой разгон депозита с $50, но, пожалуйста, не кидайте меня камнями, пока еще рано. Это чисто шуточная торговля, которая на дистанции однозначно приведет вас к сливу, но в качестве такого экспириенса я иногда показываю, что и такие подходы к трейдингу возможны. Буду торговать сегодня чисто по уровням, теханализ, без всего, без воды. Вы увидите живую торговлю без склеек, где я покажу вам свои закрытые сделки, покажу весь анализ от и до, как он будет проходить, а в конце вишенка на торте я выведу всю заработанную сумму, и вы это увидите. Поэтому присаживайтесь поудобнее, настраивайтесь на получение максимальной пользы, мы начинаем. Друзья, помимо того, что вы получите из этого видео полное понимание технического анализа в плане уровней, я еще объясню вам, почему так важно анализировать валютные пары на TradingView. Сейчас наглядно все вам покажу. Первая валютная пара – канадский доллар, японская иена. Обратите внимание, что здесь я провожу анализ на 5-минутном таймфрейме. Первое, на что обращаю внимание, это краткосрочный восходящий тренд. Отмечу его. То есть вот, линия тренда у нас, линия поддержки. Каждый раз она касается ее и растет. Далее. Горизонтальный уровень. Невооруженным взглядом его видно. Он строится по ключевым минимумам у цены за последнее время. Провели его. Теперь картинка становится более наглядной и понятной. Что происходило с ценой? Она пробила этот уровень, далее ушла в коррекцию вверх, и после пробития вверх горизонтальной линии, эта линия стала для нас теперь уровнем поддержки для цены. Цена теперь, в данном случае, если тренд у нас краткосрочный, пусть даже восходящий, цена будет расти. Здесь у нас минутный таймфрейм, минутная экспирация. Сделки за сегодня я еще никакие не открывал. $50 на балансе, на 2 минуты сейчас, вернее, на 2 минуты, 2-минутная экспирация, сделка в лонг. Если перейду на более старший таймфрейм, здесь, на Pocket Option, увижу ту же самую картинку абсолютно, что и на TradingView, потому что таймфрейм стал у меня теперь 5-минутный. Извините, что немножко трою. Можем достроить тот же самый анализ здесь, доступны те же самые инструменты. Вот, допустим, ставим луч, видим, что краткосрочный тренд у нас восходящий, как бы все окей, да. Но, смотрите, ребят, чем именно TradingView лучше? На Pocket Option у нас видна статистика только за этот день. Движение всей валютной пары только за текущий день. То есть вот то, что было здесь, мы уже не знаем, мы не видим этого. Это остается под вопросом. Поэтому на что стоит обращать внимание? На анализ более ключевых исторических уровней по трейдингу. Друзья, это видео ускорим на 1.25, чтобы вам было быстрее его смотреть. Я ценю свое время и ценю ваше время, это очень важно. Поэтому информации вы получите столько же, просто в более кратчайшие сроки. Вот, друзья, первый момент, почему нужно обращать внимание на анализ по именно TradingView. Об этом сказал. Вот, все, среднесрочный, вернее, краткосрочный тренд восходящий, сделка растет. После каждого касания линии тренда, видим это по теням, по телам, она начинает у нас уходить в лонг, расти. Поэтому, кстати, сделка, все прекрасно. На балансе у меня $50, как сказал сегодня, цель показать вам разгон депозита. Никому не рекомендую брать эту стратегию за основу, но в качестве эффекта, вау-эффекта, я иногда провожу такие сессии вот, и показываю вам, что это на самом деле возможно. Вот интересно, что получится сейчас. Еще не торговал, это моя самая первая сделка за сегодня. Вот. Цель показать вам уровни, торговлю по уровням, технический анализ и вау-эффект от какого-то разгона депозита, если он удастся. Вот, друзья. Видос, еще раз говорю, ускорен. Не ускоряйте его сами, потому что в этом как бы нет смысла. Если вам мало, можете, конечно, еще ускорить. Достроил горизонтальную линию, цена ее пробивает. То есть все, теперь, в принципе, рост запущен. Возможно, в перспективе мы откроем сделку, еще одну сделку в лонг. То есть какое-то время вот здесь она стопталась. И этот уровень она пробила. Возможно, рост запущен теперь после этого, и мы можем поторговать на этой валютной паре еще несколько сделок восходящей тенденции. Возможно, нет. Что все очень быстро меняется. Так, ну что, давайте, наверное, добавим все валютные пары, покажу вам, как я настраиваю свой торговый терминал дальше. Или вот, допустим, смотрите, можно вот к этому уровню поторговать. Вот к этому. В общем, я говорю о том, что уровней на самом деле очень много, и они всегда тянут цену к себе. И торговля до уровней самая оптимальная. Окей. Увеличил сумму инвестиций, $96, первая сделка у нас в плюсе. Давайте добавим индикатор. Никто не мешает вам строить, никто не мешает вам немножко усложнять свою торговую систему. Я добавлю индикатор Rate of Change, просто иногда буду обращать на него свое внимание. Прекрасно. Давайте добавим те валютные пары, которые можем поторговать. Буду торговать биржу, просто вот сверху вниз самые доходные валютные пары. Так, евро, канадский доллар. Да, почему нет? Можем торговать сразу. Вставлю сюда горизонтальный уровень. Смотрите, вот как настраивается торговый терминал. Просто никто не мешает вам чертить, никто не мешает вам строить предположения, больше анализировать. Наобум открыть сделку всегда можно. Или, допустим, вот сюда этот сместить уровень, если цена к нему придет. Возможно, еще ниже, да. То есть, множество точек, по которым может все это строиться. Давайте однозначно оставим эту валютную пару. Добавим, тоже возьмем. Достаточно пока.
Дальше что? Британский фунт, швейцарский франк. Восходящее движение, но очень много теней. Очень много доджи, очень много теней. Даже если я буду открываться с экспирацией в несколько минут, вот такие вот заборы рядовые смогут меня легко выбить. То есть очень много теней, очень много доджей. Либо открываться с начала минуты, либо открываться вообще там с экспирацией несколько минут. Нафиг нам оно надо. Здесь как будто бы, ну, тоже много теней, да, вы бы сказали мне. Но смотрите, допустим, если я буду открываться с 3 минут на экспирацию, что это мне даст? Допустим, тени. Где бы я забрал свою прибыль? Здесь 3 свечи, я забираю движение. Здесь, ну, под вопросом, как они с гэпом открывались. Здесь я бы забирал свое движение. Давайте, обратная ситуация, лонг. Здесь бы я тоже забрал. В общем, такую валютную пару можно брать. В общем, анализ заключается не только в движении, но еще и в экспирации. Тоже очень важно. Сейчас найду первую какую-нибудь классную ситуацию, чтобы объяснить ее вам, и продолжим торговую сессию. Так, ну let's go. Евро, японская иена. Давайте еще раз, что мы здесь будем с вами делать. Восходящее движение. Обозначили. Далее. Горизонтальная линия. По максимуму. Обозначили. После каждого, друзья мои, касания этой линии тренда, смотрите, цена запускается в рост и приходит к горизонтальной линии. Сейчас рост у нас запущен по вот этой теме. Я это так расцениваю. Рост запущен. Теперь движение пойдет к следующему уровню сопротивления. Вот сюда цена должна прийти. У нее будет такая цель, на мой взгляд. Переходим. Евро, японская иена. Процент выплаты 56. Ладно, ничего, сейчас покажу одну сделку. Продолжим. Все, $96. Я считаю, что рост запущен. Очень достаточно долгое время она там торговалась. Приходила к ней в качестве цели. Смотрите, вот эта вот линия у нас сейчас будет пробита. Ну, даже сказать, да, она вот тут по телам. Более подробно, смотрите еще раз. Цена поджимала всегда ее. Здесь чуть-чуть не дошла. Да? Здесь коснулась тенью. Дальше чуть-чуть, дальше телом прямо около нее встала. Потом телом прям закрепилась, пошел пробив именно по теням. Тени выходили вверх. Здесь она уже телом пробила эту линию. И предыдущей свечой она закрепилась уже. Поэтому это рост. Понимаете, да? Друзья, в трейдинге много рисков. Вы это и сами прекрасно знаете. Но мы все сюда приходим как раз за большим заработком. Большой риск, большой заработок. Риск всегда будет большим. Везде. Кто не рискует, тот не побеждает. Поэтому, если вы хотите быстрого, легкого заработка, в трейдинге вам делать нечего. Нужно быть готовым к тому, что вы будете рисковать. Это вот прям сразу проблема номер один у новичков, которые думают, что все так легко, чудесно и безобидно. Я показываю вам свой опыт длиною в 6 лет. То, что я приобрел за 6 лет. Если вы пришли на рынок, провели здесь месяц и хотите зарабатывать миллионы, сами понимаете, какой должен быть исход. Поэтому учитесь, еще раз учитесь, и ни в коем случае не отчаивайтесь. Все получится, нужно просто брать. Ну, класс. С гэпом открывается новая свеча, поэтому тут у нас все прекрасно. Так, ну что, движение, да, те на предыдущую пробила, да, все движение прям горизонтали, которую на Pocket Option не видно, а на TradingView она видна четко. Возможно, цена придет чуть ниже, вот сюда, возможно. Видите, нет, она уже начинает даже ее прокалывать. Чуть выстрою. Вот так. Ну, в общем, суть ясна, да, все строится на уровнях, еще раз повторяю. И с помощью одних только уровней вы можете нормально уже зарабатывать. Пу-пу-пум. У нас здесь тоже подход к уровню. Совсем понятно. Сейчас, друзья, найду еще какую-нибудь валютную пару, приятнейшую для торговли. Прочерчу ее быстренько и покажу, как можно заработать на ней. Так, господа, австралийский доллар, швейцарский франк. Валютная пара, которую сейчас вам покажу. Опять все строится на горизонтальных уровнях. Первый чертим по минимумам, второй чуть-чуть выше по ключевым уровням. Возьмем вот эти вершины. Господи. Возьмем вот эти вершины и получаем вот такой вот коридорчик. Далее, что мы смотрим, что мы делаем? Точки касания есть, здесь есть. Нам этого будет достаточно сейчас, вполне себе. Что произошло с ценой? Она может пройти у нас вот так в коррекцию чуть-чуть и уйти вверх. Логично? Логично. То есть просто восходящее движение ловим. Можно открыться на минуту вниз. Можно, да? Типа мы ждем коррекции. Но, друзья, тренд у нас все равно восходящий. Поэтому логичнее будет открыться на 3 минуты, на 5 минут, но в лонг. И сразу мы видим какое-то движение у цены. Возможно, сейчас следующая минута будет коррекционная. Одна красненькая, две красненьких, но они будут не такие большие, потому что тренд у нас краткосрочный, восходящий. Ну, поэтому лучше увеличить время экспирации и торговать по тренду, нежели ловить какие-то коррекции. Давайте посмотрим, что здесь у нас опять происходит на более старшем масштабе.
можно с этой линией поиграться, поискать новые точки, да? Но опять же, смотрите, на Pocket Option в чем минус? В том, что вы не видите всю историю, поэтому лучше эти уровни чертить и строить на TradingView, так вы будете видеть больше информации. Линия коснулась, вернее, график коснулся линии, поэтому дальше возможен пробой, отскок, но мне это уже не так будет важно, я хочу просто вот забрать в качестве именно одну сделку здесь. Ребят, хочу напомнить вам про свой телеграм-канал. Ссылки оставлены в описании. Там проводятся тоже торговые сессии, лайв, в которых вы можете принять свое участие, поторговать вместе со мной. Все на взаимовыгодной основе. Ссылки в описании. Там есть отзывы моих участников. Можете посмотреть, почитать. Никто никого ничего не заставляет делать насильно. Захотели, не захотели. Ну, просто поверьте мне, вы ничего не потеряете. Потому что инфы там собрано классной очень много. И напишите, пожалуйста, в комментариях, у кого как сейчас работает Telegram. Потому что поступают некоторые жалобы, что Telegram тупит, его пытаются посадить в некоторых городах, в некоторых странах. Вот, поэтому, если кому-то будет удобнее, можем рассмотреть вариант там, с другим мессенджером, в общем. Да. В общем, обратная связь это приветствуется. Так, по этой сделке у нас все замечательно. Цена растет, пробивает новый уровень. Ну, в принципе, уровни вообще, да, шикарная штука, вот так могу сказать. Можно не смотреть на индикаторы, а чисто строить свои предположения, торговать по уровням, чертить их. Все у вас будет замечательно. Друзья, помните, пожалуйста, что трейдинг сопряжен с рисками. Никогда не приходите сюда, чтобы как-то закрыть свои финансовые дыры, финансовые проблемы. Трейдинг вам в этом не поможет. Это серьезная профессия для серьезных людей, которые готовы на это поставить, ну, не побоюсь этого слова, свою жизнь. Здесь нет места спешки, нет места какой-то халатности. Это четкий расчет. Если вы верите или думаете, что трейдинг – это казино, то просто сюда не лезьте. Оставьте это дело тем, кто будет на этом зарабатывать. Все зарабатывать здесь не смогут еще раз. Поэтому оставьте это дело тем, кто хочет этим заниматься. Что у нас здесь с этой валютной парой произошло? Пробойчик. Возможно, здесь откроемся в следующей сделке. В лонг. Так, супер. Движение забрали, $275. Есть. Ва-банк, все. Да что ж такое? Все, друзья, сейчас найду еще ситуацию и вернусь к вам сразу же на связь. Здесь какой-то пробой, непонятно. Вернусь сразу к вам на связь, открою еще одну сделочку. Вообще долго ждать не пришлось. Евро-канадский доллар буквально 30-40 секунд прошло, цена отскочила обратно к уровню, закрылась выше, сделка лонг. Давайте вот еще раз, что вижу на этой валютной паре. Просто открыл TradingView, просто провел горизонтальную линию по большим точкам соприкосновения с ней, которые были прям вот именно ключевые, классные. Видите, да, как они проходят и почему они так проходят. И пришел вот сюда. Цена у нас сейчас отскочила от этой зоны. Но опять же, почему она это сделала, если разобраться прям вот в микромасштабе? Что было с ценой? Смотрите, у нас был боковик. Ну, опять же, я буду называть так боковик, вы называете как хотите. Просто в моем понимании это боковик. Вот такой. Его я делю на две половины. Вот такой вот, допустим, зоной. И что видим? В нижней половине безумное количество движения. В верхней половине тоже. После касания средней линии куда пойдет цена? Ну, разумеется, вверх. Тем более, что волатильность у этого актива только растет, и никакого другого логичного варианта, кроме того, как расти, у цены нет. То есть просто логика, друзья, логика. Я ничего не придумываю, ничего не фантазирую. Вы сами все прекрасно видите, торговля происходит при вас вживую. Все эти уровни, они рабочие, они скрыты в графике. Просто нужно немножко больше потратить времени на анализ, посидеть и логически подумать, почему происходит именно так. Почему цена растет и почему цена снижается. Если вы до сих пор не знаете ответа на этот вопрос, для вас плохие новости. А изучите, пожалуйста, что такое спрос, что такое предложение. Тогда вам станет гораздо понятнее момент, когда цена либо пробивает уровень, либо отскакивает от него, и вообще почему это все происходит. Во многих своих видео я об этом рассказывал. Можете пересмотреть, если вам нравится именно мой спич, можете пересмотреть мои видосы. Сделка закрывается у нас в плюс, и вот что мы имеем за сегодняшний день. 4 сделки, 15 пунктов, 11 пунктов, 15 пунктов. Прекрасно. Сейчас найду что-то еще интересное и обязательно продолжим. На $515 мы не закончим точно. Евро канадскому доллару прям буквально 5 минут подождал, ничего интересного не нашел, вернулся к той же валютной паре. Что произошло? Цена отскочила обратно к уровню поддержки в данном случае и принялась в рост. Других вариантов у нее быть не может. Все эти линии, все эти зоны я для вас уже расчертил. И они, кстати, до сих пор себя отрабатывают. Почему так важно вот именно чертить все это, чтобы это все оставалось у тебя? Касание произошло, практически произошло. Да, то есть теперь что у цены, какие варианты есть? Только расти. Только расти. После пробоя вот этой вот линии цена запустит свой рост. Запустит свой рост куда, опять же, вопрос. Сюда. Логично? По-моему, максимально логично. Линии хорошие, плотненькие, множество точек касания. И они будут тянуть к себе цену.
Вот, тем более уже нижняя тень. Смотрите, какие классные сделки. Ребят, практикуйтесь побольше чертите, записывайте обязательно все в дневничок свой. Если у вас нет дневничка, напишите мне также в личные сообщения Telegram, я вам скину настоящий дневник трейдера, какой он должен быть, со всеми табличками, со всеми примечаниями, замечаниями, с калькуляцией автоматической, которая будет суммировать общий доход. Таким образом, вы даже на дистанции сможете понимать, как вы и что вы зарабатываете. Вот поэтому пишите. Все бесплатно, обязательно. Так чисто на добром слове, короче. Закину вам чисто дневник трейдера от души. Так, смотрите, что будем делать дальше. Канадский доллар к японской иене. Мы его уже торговали, я его расчерчивал. Сейчас цена у нас подходит к сильнейшему уровню сопротивления, от которого точно будет идти коррекция. Какая-то, но будет идти. Я открою следующую сделку в шорт. Посмотрю немножко на движение, посмотрю, будет ли тенденция коррекции. Если да, то это будет шорт в следующую минуту. На канадском долларе к японской иене. Здесь мы закрываем сделку в шикарнейший плюс. $963 есть. И вот, смотрите, 18 пунктов. Все, сейчас буквально пару минут анализа и сразу же врываюсь в сделку. Все чудесно, все шикарно. Канадский доллар к японской иене. Объясняю, почему будет открыта следующая сделка, как она будет открыта. Уровень провожу строгий. Цена не может его пробить, видите? Да ё-моё. Вот так. Цена не может его пробить. Что происходит с ценой? Она думает, она что-то там сомневается. На подходике уровень сильный, ключевой. Что будем делать? 2 минутки. 3 минутки давайте. 3 минутки. Пусть она еще там потопчется, возможно, 3 минутки. Сделка в шорт. Шорт. Rate of Change тоже начинает немножко подсдавать позиции. Сделка в шорт. Вот. Эти линии можно уже, в принципе, убрать. Они нам будут не нужны. Цена ушла выше них. Вот. Все. На голом графике поторгуем. Друзья, если нравится такой момент анализа, если нравятся такие сделки, такой формат торговли, поддержите, пожалуйста, человека, который для вас старается, лайком и комментарием. Мне будет безумно приятно. В перспективе своей можно чуть поднять будет уровень, так как цена находится в восходящем тренде все равно, то в перспективе на этой валютной паре мы будем открываться в лонг. Восходящий тренд, сделки лонг. Но сейчас именно на подходе к вот этому уровню я открою один единичный шорт, наверное. Возможно, это было бы с горячей руки, это, возможно, и есть с горячей руки, хочется чуть-чуть побыстрее разогнаться, но, в общем, не делайте так. Золотое правило. Торгуем по тренду. Тренд наш друг. Ну, то есть, слом структуры происходит не так часто, в основном тренды сохраняются. Но логичнее всего торговать по тренду. Заходить вот на этих движениях, на коррекциях, можно на этих зарабатывать, на этих движениях, но опыта здесь должно быть уже немножко побольше. Так, видел какой-то отскок. О, там, как хорошо-то. Не хотелось бы оказаться пиздоболом, а то сейчас наобещал вам там золотые горы с этим теханализом уровней, а сам сижу и сливаю. Но тень хорошая была, тень была хорошая. Мне еще в запасе целая минутка. Ну, ладно, будет минус, что сказать. Ничего ж не поделаешь, это рынок. Вот, в любом случае, оттачивайте свое мастерство. Ни в коем случае, если вы захотели стать трейдером, вы им станете, друзья. Главное не сдаваться. Главное не сдаваться, не сливайте, торгуйте побольше на демо-счете, относитесь к этому как к работе. Не нужно к этому относиться как к хобби. Сегодня торгую, завтра не торгую, вот не получилось. Представьте, что вы профессиональный спортсмен. Что делают профессиональные боксеры? Они ежедневно по 2 тренировки в день выкладываются, выматываются, выпахиваются. Только тогда будет результат. Ну, понимаете, да? То есть невозможно забить гвоздь, если ты этого ни разу в жизни не делал. Дай девочке молоток. Она вот ни разу в жизни не забивала гвоздь. Как она будет делать? Она просто не знает, у нее рука не набита. В теории, да, ты понимаешь, что такое тренд, ты понимаешь, что такое уровни, но практики-то у тебя нет. То наберитесь терпения, не спешите. Можно стать трейдером. Это классная профессия с огромнейшим потенциалом. Но спешить не нужно. Плюс по сделке. Так, боди трейдинга сегодня на моей стороне. Сделки за сегодня. 6 плюсов, минус 15 пунктов. Последняя сделка. Шикарные разрывы, шикарные просто. Отличная статистика. Ребят, ну что делаем-то? Делаем очень просто все. Открываем сделку на 2 минуты. На 3 минуты нам уже не нужно. Открываем ее в лонг. Думаю, теперь понятно почему, да? То есть на восходящем движении цены мы словили коррекцию. Но движение-то сохраняется, тренд сохраняется восходящий. И вот теперь уже вступает в силу правила золотое. Торговля по тренду. Вот он тренд. Можно чуть выше провести это. Смотрите. Восходящий треугольничек. Как таковой, да? То есть просто вырисовывается. Был пробит он. Какое теперь движение у цены? После каждого касания линии тренда, я еще раз говорю, тренд запускается безумно сильный. То есть импульс запускается сильный. Куда этот импульс может привести нас?
только сюда. Через коррекции, да, возможно. То есть если бы сейчас не было бы разгона депозита, у меня конкретно, да, я бы сейчас перекрывался. Торговал бы в 3 плеча, в 4 плеча. И риски бы, соответственно, были минимальные. Просто голову нужно немножко включать и видеть это. Не открывать сделки на обум, как мы все это любим. Ты себе в голову вбил на одной валютной паре, что здесь должен быть рост. И тупо херачишь по этому росту. Вот, блядь, я не знаю почему. Человек такой, блядь, будет рост. Первую сделку открыл, минус он, удвоил. Еще в лонг, опять минус. Да, блядь, почему не растет? Ну, потому что у тебя анализ был неправильный. Простите за мой французский, но так это и работает. Потому что у тебя анализ был неправильный. Остынь, отойди от компа, от валютной пары. Остынь, подойди еще раз, посмотри, ты увидишь истину. Не было там тренда восходящего. Я могу и сейчас слить. То есть 90% это анализ, 10% это все равно фарт. Бывает такое, что есть сквизы, бывают там залетают огромные объемы, которые тебя могут выбить с рынка. Все это может быть. Вот как сейчас, смотрите, ну, эта сделка, наверное, первая, да, из сегодняшней сессии, которая закроется, сколько пунктов? 6 пунктов. Все остальное было хорошее. То есть выбить могло легко. Друзья, 3400 долларов, сменю валютную пару, сменю актив, немножко передохну и подытожим эту торговую сессию. Пришел наконец-то я к британцу и канадцу. Так, ну поехали. На всю котлету залетаем сюда. В шорт открою. Опять иду против немножко правил своих же. Но смотрите. У нас есть боковик. Я это буду называть боковик. Называйте как хотите, я называю это боковик. Который я буду делить на две половины. Опять же. Просто по центру того, что выделил, провожу горизонтальную линию. Сейчас цена торгуется так или иначе у нас в нижней половине. Здесь зоны давления. По rate of change сверяемся. Волатильность падала. Здесь тоже волатильность у нас снижалась. И сейчас конкретно в данном случае тоже волатильность у нас снижается. Видите, да, что происходит с ценой? То есть коррекция от центральной линии данного боковичка наиболее вероятный исход из всех возможных. Давайте посмотрим все равно, что у нас идет на британца, канадцу, на TradingView. Откроем большой масштаб, самый большой, который вот возможен. Да, цена на подходе к уровню. При этом она немножко пробила его. Но опять же, это огромный масштаб. Нельзя нашу экспирацию двухминутную на него переносить. Вообще не самая лучшая, наверное, пара, потому что волатильность низкая. Вот. Следующую сделку, ну, однозначно лонг. Если сейчас все закрывается, то от нижней границы боковичка, от зоны поддержки, сделка лонг на восходящем движении цены. Опять же, повторяю, это первое, на что стоит обращать внимание. Восходящее движение цены. Просто я уже вижу эти коррекции, я вижу, как будет идти и вести себя цена. Я могу позволить себе делать так, как делаю. Тени, конечно, высокие тоже. Многие высокие тени за последние 15 минут дают повод задуматься в том, что цена может у нас начать свое снижение. Смотрите, 15 пунктов есть, 38 пунктов есть, 11 пунктов есть, 15, 18, 15, 6 и последнее 8. Так, ну что, 6500 на балансе. Взорвем. Как раз цена немножко подспустилась к нижней границе. Давайте пятак. Если даже сольем, то деньги останутся. Ребят, 4 минуты буду выставлять. Можно даже было 5 поставить. Но rate of change пока еще снижается. Тем не менее, восходящее движение у этой валютной пары. Помним, да, про это? В потенциале цена должна продолжить свой рост. Плюс вот эта вот зона теперь для нас уровень поддержки. Просто, возможно, за 4 минуты цена коснется вот этого горизонтального уровня, зоны поддержки, и потом уже начнет расти. Здесь она уже коснулась его. В принципе, ничего не должно мешать новому росту. Ну, как получится на практике, непонятно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, не переживаем, не тушуемся, у нас есть очень много времени. То есть как раз пока вот этот уровень себя прекрасно отработал. Видите, да? То есть касание было, касание прошло. Цена топчется пока около него. Ну, это хорошее касание. Здесь четко отработали. Здесь тоже. В общем, будем ждать. Что говорить? Последняя сделка осталась. Панлик пропал. Закроется плюс, не закроется, просто не буду больше ничего записывать. Я с прибылью. Помните, да, что я... Это то, что надо. Помните, что я начинал с 50 долларов сегодняшнюю торговую сессию. Вы смотрите этот видос, уже около, наверное, 30 минут, чуть больше. И помните, что я начинал с 50 баксов. Вот такие результаты возможно делать. Это возможно, это жизнь. Это жизнь, друзья мои. Так возможно делать, если у тебя есть опыт.
Я ни в коем случае не хочу выебываться, чем-то гордиться. Просто хочу показать, что если вы возьмете все в свои руки, начнете плодотворно, усердно работать, то такие результаты тоже возможно будет делать потом в дальнейшем. Я думаю, что вы не захотите на это время тратить, потому что это, конечно, не стоит вообще абсолютно того. Если у вас есть котлета, скажем, 50 тысяч долларов, и вы изучили теханализ настолько же, вот, насколько его изучил я, то нахера вам открывать сделки с 50 баксов, вы скажете, там, я хочу снизить риски. Да нет, херня это все. Вы будете держать у себя на балансе 50 тысяч долларов котлету и открывать сделки по 500 баксов. Будете вы отрабатывать 5 успешных сделок в день, пусть они будут перекрытиями, но в сухом остатке это будут 5 успешных сделок в день. И иметь вы с этого будете там, 4 тысячи долларов ежедневно. У вас будет достаточное количество перекрытий, хорошее количество баланса, будет работать, скажем, 4 плеча. Все у вас будет шикарно. И не будете лезть вы никогда в жизни в эти разгоны депозита. Никогда. Поверьте моему опыту. Я торговал с большим балансом, и это тоже своего рода стресс. У меня был, правда, баланс чуть больше еще. Со 100 тысячами я торговал. Когда ты торгуешь соткой, у тебя есть определенная неделя, когда ты по большей части сливаешь свой депозит. Это морально просто уничтожает, если честно. Вот поэтому, наверное, самая оптималка – это 50 тысяч баксов. Но к этому тоже нужно прийти. Когда вы к этому придете, будет кайфово торговать. Расслабленно вообще, никуда не спешишь, денег хватает на все. Не хочешь, не торгуешь, хочешь, торгуешь. Кайф. Работа мечты, я считаю, работа мечты. По крайней мере, так для меня. Так, да, заставит, конечно, эта сделка меня поволноваться. 30 секунд до завершения. Да ну. Вот он трейдинг, блин. Кстати, классно, да, что я открылся именно на 4 минуты. Сейчас у меня хотя бы есть еще шанс закрыться в плюс. Такой рваный график немножко. Но зона вот эта линия, вернее, она прям историческая, ну все, это точно плюс. Это, конечно, круто. Это круто. Исторические линии, история, начнем строиться история. На том, что 11 139 долларов, блин, прилетают ко мне на баланс. За 9, мать его, сделок. Смотрите, в 34 минуты я начал, и в 26 минут я закончил. Можете посчитать, сколько я провел времени за ноутбуком. Это вот я только сел, просто с первого дубля. Ребят, что еще говорить? Нечего больше говорить. Как обещал, все показал, анализ объяснил. Удаляем нахер это все. Сегодня больше не работаем. Дневной план выполнен. Просто теперь показываю, как вывожу деньги. Вывожу деньги очень просто. И очень с кайфом это делаю. Делаю это на криптовалюту. Почему крипта, ребят? Потому что выплата приходит максимально быстро. Не нужно проходить никаких верификаций, не нужно ничего отчитываться, никакие банковские выписки потом. Ничего. Банк вам ничего не заблочит, вы будете все просто хранить на крипте. Вписываем сумму, 7 тысяч долларов буду выводить. Больше мне вообще нахер не нужно. Вставляю адрес криптокошелька. Смотрите, здесь минимум комиссия, то есть ее отсутствие 0. И минималка 50 долларов на вывод. Деньги выводят за 3 часа Pocket Option. В истории отображается статус заявки, вот она. Я могу ее отменить, пока еще там, думаю, больше захотел или меньше захотел, могу дождаться. Дождусь и покажу уже статус комплит. Все, статус завершен, деньги на балансе, 7 тысяч баксов, из заработанных 11 тысяч долларов за эту торговую сессию. Что еще можно сказать? Вот она сила трейдинга. То, за что я люблю торговлю. Такие дни, это, конечно, вообще, это база. База, которая хочется, чтобы повторялась каждый сука день. Все, друзья, давайте подводить итоги. Ну что ж, дорогие зрители, надеюсь, всем понятно. Трейдинг – это не только про знания, это еще и про вашу насмотренность, это еще и про опыт. В торговой сессии видели неоднократно ситуации, когда все шло немножко против меня, но только благодаря тому, что есть насмотренность и понимание, я закрывался в плюс. Практикуйтесь, тестируйте что-то новое, отрабатывайте, записывайте в заметки, все получится. Другого, к сожалению, другого секрета, другого какого-то оптимального пути нет. Только так. Вам большое спасибо за просмотр. Если видос понравился и было полезно смотреть, поддержите лайком, комментарием и подпиской. С вами я прощаюсь. До встречи в моих новых видео. Всем пока.